Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», и у меня для вас очень классная новость. Лени нет. Да, лени нет. Казалось бы, ну как же, меня же столько раз мучила совесть, потому что я запланирую себе, напишу вот такой список дел и ничего не делаю, меня мучает совесть, мне говорят, что я лентяйка, мне в детстве столько раз говорили, что я лентяйка, а вы говорите, лени нет. Нет, мои дорогие, лени реально нет. А что же есть вместо нее? Почему так получается, что мы вроде как декларируем, что мы хотим чего-то, что для нас что-то важно, но не делаем? У нас на это либо нет сил, либо нет времени, либо нам просто банально, как мы говорим, лень, мы ложимся тушкой на диванчик или читаем любимую книжечку, или серфим интернет, или смотрим телевизор. Вместо того, чтобы делать то, что для нас важно, вместо того, чтобы, допустим, зарабатывать деньги, или качать попу в спортзале, или готовить себе здоровую еду на ужин, мы ленимся. Почему так происходит? А происходит потому, что наша истинная внутренняя мотивация, то, чего хотим мы на самом деле, и то, что мы озвучили бла-бла-бла и написали себе в список дел, они ведут в противоположные стороны. Они взаимно обнуляют друг друга, потому что если их сложить, получится 0. То есть я настолько хочу чего-то другого, что то, что я заявила вслух, оно не может этого перевесить, и поэтому я не буду делать ни того, ни другого. Я лучше мысленно там пострадаю вот по поводу того, что я не получу, чего мне хочется. И мы это состояние называем ленью. В природе лени нет вообще. Посмотрите, когда тигр, он же не рыщет по саванне 24 часа в сутки, собирая где-нибудь на склад туши убитых ланей или там каких-нибудь других животных. Он поел, полежал, захотел есть, встал и пошел, поел. Он захотел, справить малую нужду, он пошел ее исправил. То же самое происходит с нами. Нам не может быть лень сходить в туалет, нам не может быть лень покушать. Потому что какой-то момент наступит, когда желание поесть или сделать то, чего хочется организму, оно пересилит все остальные желания, мы пойдем это и сделаем. Вот точно так же происходит и с нашими делами. И поэтому самый важный момент, который чаще всего я выявляю у клиентов, когда они приходят на консультацию с тем, что у них вот это вот лень, прокрастинация, модное слово, им ничего не хочется делать. Мы выясняем, а чего они декларируют, что им надо делать. Это вообще то, чего они хотят, или то, что им навязал кто-то. Социум, начальник, родственники, дети, мужья, там еще кто угодно. Потому что, как правило, в 60% случаев оказывается, что вот эти «надо» нужны не им. Потому что лично они в долгосрочной перспективе с того, что они сделают, что им вроде как надо, они ничего не получат для себя. Мало того, для многих из них вот эти «надо» оборачиваются еще большими обязательствами, которые на себе надо тянуть. И организм защищает. Просто не дает ресурсов на то, чтобы это делать. Находятся какие-то отвлекающие моменты, находится что-то другое. Просто не хватает сил на это. Некоторые люди настолько сильно сопротивляются, что даже уходят в болезнь или в депрессию. И не могут делать ничего. Это был первый момент. Следующий момент. В любом занятии, которое у вас есть, которое вы расписали как цели, у вас всегда есть вещи, которые вас будут зажигать, и вещи, которые обязательно нужны для того, чтобы результат этого действия состоялся. Обычно мы делаем что? Как дети рассуждаем. Я буду делать то, что мне нравится, я хочу есть мороженое, суп есть не хочу. Так вот, когда ребенок такое говорит, это более-менее понятно. Но когда это говорит взрослый, он должен отдавать себе отчет, что мы, конечно, можем съесть 5 килограмм мороженого, но организму нашему хорошо от этого не станет, а станет легче, когда мы поедим еще другую еду для разнообразия, потому что будут разные микроэлементы. И если переводить это все на наши дела, то что получается? Да, мне приятно слушать музыку, вышивать, рисовать, но если вы художник и ваша задача еще и продавать картины, то вам нужно озаботиться и этим, потому что дом, заваленный картинами, не принесет вам радости и не наполнит ваши карманы. А ведь это то, чего вы хотите, потому что дальше вы знаете, куда потратить деньги, вы знаете, как провести время, которое у вас будет свободное в перерывах между написанием картин, вы знаете, чем себя занять, что еще другое, большее вам важно. И вот когда вы разделяете вот это, даже пусть вам сейчас предстоит мытье посуды или уборка в офисе или еще чего-нибудь, то есть то, чего вы точно делать не должны, может быть, даже по роду своей деятельности. Но это вас приведет туда, куда вы хотите. И если вы вот эту цепочку прокладываете, ваше сознание, подсознание видят взаимосвязь,
это спокойно съедается как обязательная часть программы. Потому что там впереди ждет то, что для вас важно и ценно. Но когда вы это постоянно выбрасываете, когда вы концентрируетесь только на том, что вы не хотите делать или на своем сопротивлении, вот тогда с вами и случается та ситуация, которую мы называем ленью. Итак, что делаем? Всегда выделяем, к чему хорошему мы идем. Идем ли мы к чему-то хорошему, когда у нас возникает вот эта ситуация, что вроде надо, но не хочу. И важно, если у вас даже в этом занятии, которое вы делаете, нет такого, чтобы вас что-то зажигало или приносило вам то, чего вы хотите, найдите себе следующее занятие, к которому приводит. Обычно эта цепочка выстраивается очень легко. И тогда вы выясняете, а что для меня там. Да, и еще один момент, когда вот эти вот все надо, они выстраиваются, ну как, семейные обязанности, рабочие, служебные обязанности, какие-то там процедуры, которые нужно делать для того, чтобы бизнес развивался. Что делать в этом? А тогда посмотрите немножко на картинку шире. Потому что в любой ситуации внутри системы, допустим, я не люблю мыть посуду, но мне важны хорошие отношения в семье. И что я буду делать? Я буду каждый вечер всем гундеть или портить нервы из-за того, что мне нужно мыть посуду? Или я все-таки решу вопрос с посудой любым способом? Посудомойку куплю маленькую, большую, договорюсь с кем-то из членов семьи, что он будет мыть посуду. То есть найду альтернативное решение, но сохраню и поддержу отношения в семье, то есть не буду портить ни себе, ни другим настроение вечером. И это вам дает возможность получить даже больше, чем вы ожидали в самом начале. Потому что когда вы смотрите на мытье посуды только на маленький кусочек, на узенькую процедурку, это да, неприятно, но когда вы смотрите в глобальном семейном кругу, в климате семьи, что для вас важно и ценно, вы получаете намного больше. Поэтому после такого пересмотра гарантирую вам, ваши цели трансформируются, ваши желания станут конкретнее и четче. Не хочу чего-нибудь такого, а вы уже будете точно знать, что для вас важно, ценно, и вы это будете делать. Ну и в-третьих, вы своих целей будете достигать намного быстрее, чем сегодня. Ну и навсегда, в-четвертых, бонусом, навсегда забудете о том, что такое лень. С вами была Алла Касаткина. Понравилось видео, жмем лайк, пишем вопросы и комментарии под этим видео. Ну и встречаемся в следующем видео. Пока-пока, мои ласточки.